Сейчас ты узнаешь, Majestic больше, чем просто GTA 5, что разработчики готовят для нас, и вместе пофантазируем, как может разрастись наш любимый проект Majestic RP. Для удобства восприятия информации я разделил видео на 3 раздела. Первый — это точная информация, которая есть в нашем распоряжении. Второй — это чистая фантазия больного человека. И третий — это вероятная разработка, об времени реализации которой я бы даже не задумывался. Думаю, некоторые слышали из вас, что Majestic открывал свой приватный сервер Minecraft, который был доступен администрации и медиапартнерам. Среди медиек открытие навело достаточно шороху, некоторые даже проводили стримы и снимали видео об этом. А пока вы ждали новых видео, ваши любимые медийки с админами задротили по 6 часов в майн. Тут уж ничего не поделать, эта игра реально засасывает тебя на первых этапах. А что еще реально может засосать на первых этапах, это Majestic RP. При регистрации в Editorrun или в чате /promotoran. Он даст тебе $50 000 и 7 дней Platinum VIP для комфортного старта. Организация сервера была на достаточно высоком уровне, был создан отдельный DS сервера под это. С нагрузкой справлялись, а всевозможные неудобства оперативно исправляли. На старте были готовы играть около 150 игроков, и еще 80 планировали. Из интересного происходило все исключительно на официальном майне, и с пиратки поиграть было нельзя. Чтобы играть, необходимо было зарегистрировать свою PvE или PvP команду до 5 человек. Соответственно, PvE команда не могла участвовать в драках, а PvP команда не могла нападать на PvE команды. Дополнительно были анонсированы номинации для PvE команд на самый детализированный город в средневековом стиле и самая креативная постройка. Для PvP команд самая успешная команда рейдеров и команда защитников. За победу давали не абы что, а деньгу. Грязная зеленая бумажка, блин. Номиналом в $250 за каждую категорию. Итого $1000 призового фонда. Неплохо, учитывая, что даже доната не было, и это просто щедрый спонсор решил нас так порадовать. Для любителей и ценителей Майнкрафта я вам перечислю некоторые моды на оценку. Dungeist. Различные подземелья с боссами. Guilds. Есть 3 гильдии, каждая из которых дают уникальный квест. Story мод. Доступны 3 линии сюжетных заданий, за которые выдаются награды. И по мелочи ежедневные награды, мод на порталы, достижения, скиллы, покупку, продажу вещей, а на закуску аукцион. Знающие люди оценят и согласятся, что сборка достаточно интересная. Из-за этого первые дни была очередь на сервер. Прошла неделя, другая. И на сервере стало всего лишь пару человек, а иногда и вообще 0, так как в команде все быстро развиваются, и в какой-то момент все наскучило настолько, что команды защитников по факту не было. Да и в других номинациях было достаточно мало участников. Но к чему был весь мой этот рассказ? Это же видео не о Майнкрафт, а о диверсификации Majestic RP. Для удобства буду называть это мультивселенной Majestic. Представим, пришли вы с учебы или работы, но не грейте желанием играть в GTA. Не проблема, вашему вниманию RDR 2 Majestic RP. Усаживайся на лошадь и лови преступников, работая констеблем. Нету желания связываться с РП? Го фармить серу в Rust на сервере Majestic с возможностью зарейдить свою любимую или не очень медийку, а может вообще отомстить админу. Для более младшего поколения Roblox Majestic. И для любителей развития игра Echo, сервер Majestic. На сайте вы можете к своему профилю привязать каждую игру и получить единый аккаунт с общими Majestic коинами. Завалялись 1000 коинов на GTA, потрать их на МВК сет с калашом в Расте, или наоборот. Если вы сейчас подумали, что он несет за бред, скорее всего вы будете правы. Но своими фантазиями от правды я ушел недалеко. И я вам сейчас это докажу. 1 апреля 2024 года. В тот день Majestic вместе с бонус-кодом закинул нам наживку. Казалось бы, при чем тут Majestic и Minecraft? Никаких предпосылок не было до этого. А тут целых 2 арта на эту тему. Правда, медиапартнером была еще запущена в феврале голосовалка о запуске сервера Minecraft. В чем мы можем не сомневаться, это в том, что история приватного сервера, которую я рассказал вам ранее, это был, так сказать, закрытый бета-тест. Я уверен, что в будущем нас ждет публичный сервер Minecraft, так сказать, чтобы вы могли расслабиться от GTA и поиграть в Minecraft. Когда это произойдет, будет просто взрыв, так как никто из сегмента GTA не делал такого. Мы получим онлайн с наших серверов Majestic, с любителей Майнкрафта, а бонусом игроков с проектов конкурентов.
Не хочу делать каких-то громких предсказаний, но на открытии такого сервера мы можем получить онлайна больше, чем в 1500. И это я еще сильно занизил. Majestic, как и любой игре, невыгодно терять вас как игрока, как единицу онлайна. И различными способами вас заставляют задержаться в игре. Коины за 5 часов онлайна, ежедневная рулетка, акции и бонусы сюда же. Уверен, нету ни одного человека, который может постоянно играть в одну игру и не терять интерес к ней. А тут какая-никакая альтернатива. Да и мои фантазии на этот счет тоже имеют право на жизнь. Представьте, что у вас есть друг, который зовет вас поиграть в Rust, так как сам он не играет в GTA 5. Ну, игра не для него, бывает такое. Majestic вместо того, чтобы терять вас в онлайне, просто переводит вас на свой сервер Rust, а плюсом получает вашего друга. Очень хотелось бы услышать ваше мнение, нужно ли мне уже вызывать санитаров. Или все же здравое зерно в этих идеях есть. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете?